Всех приветствую на канале Майер. В общем, такая проблема с компьютером. Симптомы какие? Несколько дней уже не включается компьютер. Вернее, он включается с 5-6 запуска. Нажимаем кнопку, вентилятор начинает вращаться и тухнет. Потом опять так несколько раз запускается, постоит, как бы подзарядится. В общем, дело все хуже и хуже. И сейчас, если я нажимаю кнопку, то ничего не происходит. Снимаю блок питания и на операционный стол. Посмотрел я, значит, что пишут, значит, наукообразно вот эти электронщики на форумах. Но у них единого мнения нету. Кто-то говорит, что надо искать на материнской плате конденсаторы, что вспухли. Другие говорят, что-то связанное с оперативной памятью. Ну и совсем мало людей, кто говорит, что виноват блок питания. Оказывается, виноват блок питания. Самец. Голос грубый. В общем, последний раз я вот 2 года назад ремонтировал. Есть видео об этом. 2 года он пахал. Ну, старенький. Что-то, видимо, опять случилось. Скорее всего, вот конденсатор на 5-вольтовой линии. И вот на дежурке конденсатор. Может, я ошибаюсь. Сильно схемы не изучал. Что-то мне подсказывает именно в этом дело. Да, тут куча вспухших конденсаторов. Надо будет искать номинал, менять. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки. Придется попотеть. Так, аккуратненько попробуем замкнуть конденсатор. Так, он не заряженный и, скорее всего, даже не рабочий. Я, наверное, его заменю. Хоть он и выглядит более. Так, отпаял, значит, с этого места. И получается, это у нас 16 вольт, 1000 микрофарад. Тестер его не определяет. Ну, пишет неизвестный элемент. Ну, раз у него тут разрыв уже, все, он порвался, разорвался, взорвался, то, естественно, блок питания и не будет работать. Так, данный конденсатор имеет номинал 16 вольт, 1000 микрофарад. Значит, своих пакетиков вот 16-вольтовые. Сейчас выберем самый лучший. И поможет нам в этом недорогой, прекрасный с Алиэкспресс SR-тестер. Если мы его сделаем вот в такой коробочке, то служить он будет нам долго. SR0, 1000 микрофарад. Ну, совершенно новый, где-то я выпаял когда-то. Вот этот кандидат самое то. Его ставим. И, кстати, он по форм-фактору подходит один в один, только производитель другой. Будем пробовать. Так, еще вот таким флюсом. Ссылочки на хороший флюс я вам оставлю под видео. Для таких дел. Ну и по аналогии, значит, перепаяют эти 2 конденсатора. И там уже будем включать, пробовать и подведем итоги. Мой отзыв о ФСП Групп не очень лестный. Ребята, вы стали делать одноразовые вещи.
одноразовые. И как тут сейчас все упаивать, даже и не знаю. А тут они, гады, еще и ножки загнули. Ну, конденсатор заголим его. Термоусадку срежем и посмотрим номинал. 6,3 вольта, 2200 микрофарад. 6,3 вольта. Ну вот такого, наверное, конденсатора-то вряд ли найду. Ребята, наступило время для лайфхака. Получается, как у меня вот этот на 2000 микрофарад, а есть по 1000. И попробуем собрать сборную банку. Вот такой супер конденсатор. Сейчас мы его тестером прозвоним. Так, 2200 микрофарад. Вот такой и поставлю. Так, лишнее откусываем. Промываем и смотрим, значит, через увеличительное стекло. Выпаем еще один конденсатор. Надеюсь, это последний. Сейчас мы его снимем, посмотрим, что с ним будем менять. Для этого опять наносим РМА. Берем оплеточку. Все это купил в Китае. Ребята, комплектуйте. Это все недорого. Ссылки оставлю под видео. Но приятнее работать, когда есть паяльник хороший, недорогой. Оловотсос. Разные флюсы. И та же вот оплеточка. Продается она большим мотком. Расход у нее небольшой. И уверен, что хватит ее очень надолго. Так. Немножко сняли лишнее. Это буду сейчас выдергивать. Камера мне мешает, я отключу. Так. Здесь пишется 16 вольт. Напряжения растут. 16 вольт, 1000 микрофарад. 16. Стопудово. Так, отпаять-то отпаяли. Теперь надо найти такой и запаять. Процесс это не буду показывать. С помощью микроскопа я заметил дефект паечки. Сейчас мы это дело устраним. Чуть-чуть РМА еще. Почистим жало. Жало еще вот губка для мойки. Обычную хозмаги взял. Как обычно, в последний момент уже, видите, радиатор закрепил. Уже хотел ставить и нашел еще один на выходе. 6-вольтовый, значит, конденсатор вздутый. Вот опять свою блямбочку любимую соорудил из двух конденсаторов. Вот так она будет здесь висеть. Вот так все аккуратненько спаял. Ну, теперь уже точно собираю. Все. Так, ну что, ребята, наступает час расплаты. Я что-то бздю. Так, собрал, значит, тестовый. Сейчас надо замкнуть перемычкой. Ребята, замыкаю зеленым. Я угадал, вот зеленый. Вентилятор вращается. Теперь надо аккуратненько
проверить наши линии 12-вольтовые, 5-вольтовые. Так, как бы тут положить аккуратно. Так, 12,46. Нормально. Так, это у нас что за линия? 5-вольтовые. 5,024. Так, и заодно, прежде чем ставить, решил не только тут все почистить, но и смазать вентилятор. Хуже не будет. Как будто так все и было. Проверяем. Здесь включили. Здесь. Так, вентиляторы работают. Так, и сразу хочу обратиться к вам, зрители. Ставьте лайки, одобряем, не одобряем, пишите комментарии. Мне будет приятно. Сейчас загрузимся и увидим страницу моего канала. Я уже соскучился. Мне же надо выкладывать уже 5 видео, которые требуют монтажа, которые я уже начал, не закончил. Надо их записывать и выкладывать. Так. Давай. Все у нас получится. Я даже не сомневаюсь. Не было такого, поверьте, случая, ребят. Чтобы что-то у нас не получилось. Ага, есть контакт. Угу. И заходим на главную страницу. Все ништяк. Смотрите, сколько я видео положил. 150, а то и больше, 160. Все интересные, полезные. Переходите во вкладку видео вот сюда. Выбирайте, смотрите. Или воспользуйтесь, вот здесь вот есть кнопочка поиск. Набирайте любую интересующуюся вам тему, и она подберет вам список видео, которые вам будет интересно посмотреть. Так, мне, смотрю, пришли 5 комментариев. Сейчас сяду, всем вам отвечу.